Матвей Ефимыч познакомился со своей женой еще в детстве. Молодые люди уже в подростковом возрасте знали, что будут вместе. После свадьбы в скором времени любимая жена Верочка подарила долгожданную дочку мужчине. В семье царила полная любовь. Однако, несмотря на старания родителей, девочка росла взбалмошной. Рита училась плохо и часто прогуливала занятия. Но родители верили, что это только переходный возраст. Когда девочка окончила школу, она категорически отказалась оставаться в деревне. Рита уехала в город, где начала вести разгульный образ жизни. Родители долгое время не верили слухам, пока не узнали, что их дочь посадили за употребление и распространение наркотиков. У Верочки с детства было слабое сердце, а когда дочь приносила проблемы, становилось только хуже. Но, узнав про тюрьму, супругу Матвея Ефимыча экстренно забрали в кардиологию, откуда она уже не вернулась домой. Мужчина долгое время провел у фотографии своей жены со слезами. «Прости, родная, еще Рите надо помочь. Уж потом свидимся», — проговаривал пожилой мужчина. Он тогда еще не знал, что надолго переживет свою супругу. Но даже несмотря на то, что дочь в тюрьме, она не перестала преподносить сюрпризы отцу. Девушка забеременела от смотрящего, видимо, специально, чтобы выйти досрочно. После рождения дочери Рита получила долгожданную свободу, а дочку принесла отцу на крыльцо с именем на листочке и парой пеленок. Словно кукушка, девушка подкинула ребенка, даже не увидевшись с отцом. Так и исчезла. Когда Матвей Ефимыч открыл дверь, он понял, кто лежит в корзине. Ему даже не было обидно, он был даже рад, что дочь не сдала ребенка пред. Лучше ведь расти с близким человеком. Вот уже 19 лет Полине. Одна из самых красивых девушек, очень на свою бабушку похожа. Особенность только есть, хромает немного на ногу. Старик винил тюремных акушерок, которые явно не владели нужными навыками принимать роды. Но такая особенность не мешала девочке жить полноценно. Она стала противоположностью своей матери, всегда помогала дедушке, окончила хорошо школу, но в город поехать отказалась. Жизнь в деревне ей нравилась больше, да и любимого дедушку ей не хотелось покидать. Однажды старик ехал с рынка, а за пазухой у него спал маленький пушистый комочек. Торговец загнул за щенка цену, равную половину пенсии деда. Но этот малыш был слишком похож на его старого друга, который без малого прожил с егерем 15 лет. Что деду, что Полине было тяжело без питомца, и старик не смог пройти мимо. В автобусе изредка поглядывали то на старика, то на любопытного щенка, который то и дело выглядывал и знакомился с новыми запахами. На остановке Матвея Ефимыча уже ждала любимая внучка. Полина всегда ждала дедушку, когда тот возвращался с рынка. «Кто у тебя там?» Заметила девушка, как дедушка прижимает к себе что-то большое под рубашкой. От глазастой внучки ничего нельзя было скрыть. Как только она увидела щенка, ее глаза засияли ярче улыбки. «Это боцман. Полпенсии отдал и часы в придачу, но ни капли не жалею». Боцман с огромным любопытством обнюхивал местность. Как только нежные женские руки приблизились к его мордочке, он кинулся ласково их облизывать. Щенок рос не по дням, а по часам. Из хрупкого пушистика боцман вырос в красивого охотничьего пса. Каждый из местных мужиков пытался выкупить друга егеря. Боцман был не только верным, но и прекрасно понимал огромное количество команд. Ходить на охоту или просто на прогулку было одним удовольствием с таким другом для Матвея Ефимыча. В этот день Матвей Ефимыч пил травяной чай, а Полина играла с боцманом во дворе. В гости к старому егерю наведался председатель деревни. «Здравствуй, Ефимыч. У меня к тебе дело есть, я знаю, как ты следишь за местным порядком. Сегодня возле озера, говорят, странную машину видели, черную. Надо бы проверить, нам чужаки не нужны», — сказал мужчина. Матвей Ефимыч любил порядок и не терпел браконьеров, поэтому согласился сразу. Собрав вещи, взяв охотничье ружье, егерь отправился в сторону местного озера. Как всегда,
боцман шел впереди хозяина и обнюхивал каждую веточку кустарников, которые окружали тропинку. В какой-то момент пес остановился. Его хвост замер, и боцман начал принюхиваться. Пара секунд, и пушистый охранник рванул в сторону деревьев. Старик не поспевал и чуть не потерял своего питомца. Боцман вывел Матвея Ефимыча к двум сосенкам, которые стояли в 2 метрах друг от друга, а за ними уже виднелось то самое озеро. Между соснами была странная яма. Боцман бегал вокруг нее и тщательно обнюхивал. Когда дедушка подошел ближе, его внимание привлекло то, что яма свежая, она не очень глубокая, но дно не спрессовано. Словно кто-то что-то закопал. У старика в голове промелькнули страшные мысли, ведь земля была похожа на могильное захоронение. Вокруг валялись клочки земли, кто-то словно не успел закончить дело. Боцман долго принюхивался, а затем начал рыть свежую землю. Старик знал, что его пес очень умный и просто так бездельем заниматься не будет. И руками он начал помогать раскапывать. Седые волосы старика встали дыбом, когда он понял, что только что с боцманом они раскопали свежее захоронение. Но откуда здесь оно? Сразу было понятно, что закопали не покойника. Видать, кто-то насолил кому-то. В глуши, поблизости ни одного кладбища, еще и так неаккуратно. Крышка была не заколочена, поэтому на свой страх старик решил аккуратно сдвинуть крышку гроба, чтобы докопаться до истины той чертовщины, которая здесь творится. Но едва он сдвинул крышку, то вмиг оторопел. Внутри лежал парень, словно живой. У Матвея Ефимыча затряслись руки. Боцман же начал облизывать лицо парня, словно в попытке привести его в чувство. Через несколько секунд юноша пожмурился, и стало ясно, что он живой. Ни секунды не думая, старый егерь вытащил парня, закинул на плечи и понес домой. Дома Полина бегала от кухни в комнату, то и дело меняя прохладные полотенца на голове молодого мужчины. Он не просыпался, но пульс и дыхание были. Из деревни егерь привез своего старого друга, который работал раньше фельдшером. Кузьмич сказал, что организм у парня крепкий, и скоро он придет в себя. Однако, несмотря на усилия Полины, парень очнулся только спустя неделю. Когда юноша пришел в себя, он ничего не рассказал, лишь попросил сделать один звонок. Полина с Матвеем Ефимычем переглянулись. Единственный телефон, который у них был, это спутниковый. Юноша действительно сделал лишь один звонок. Оказалось, что Павел был главным наследником крупной фирмы в стране, но его младшие братья были против. Так они решили разобраться с братом, закопав его заживо. Павел позвонил своему охраннику и сообщил местоположение. Через час прилетел вертолет с кучей людей в костюмах. Павла хотели забрать, но он отказался. Юноша дал множество указаний, чтобы дела привели в порядок за неделю его отсутствия, а сам решил долечиться на природе. В итоге, вместо обещанных несколько дней, юноша прожил месяц в домике егеря. Парень помогал семье по хозяйству, а Полина водила молодого человека по лесу и показывала разные природные места. Ему казалось это все сказкой. Но Павла беспокоила хромота о девушке, конкретного она ничего не говорила. Через свои связи Павел договорился с клиникой за границей и уже вскоре оповестил Полину, что ей помогут. Сначала девушка была против, аргументировав, что не оставит дедушку. Но Матвей Ефимыч настоял, чтобы внучка поехала лечиться. Операция прошла успешно. Павел ни на секунду не покидал Полину, а после ее выздоровления сделал девушке предложение. Через год у молодых родилась прекрасная дочка. Матвей Ефимыч и представить не мог, что доживет до момента, когда сможет понянчить свою правнучку.